Знаешь ли ты пределы своих возможностей? Все ли способности ты проверил на деле? Никто из нас не родился с точным пониманием своих психических, интеллектуальных или физических сил и даже не подозревает о пределах допустимой нагрузки. Мы либо познаем это на опыте, либо верим на слово других. Давай разберемся. Например, для чего люди ходят в горы? Когда я катался на горных лыжах или сноуборде, у меня был простой ответ. Для того, чтобы получить максимум удовольствия и зарядиться. Но пережив совершенно другой опыт, понял. Люди ходят в горы, чтобы выйти за свои пределы. Пределы того, что знают о себе. Летом 2018 года я участвовал в дикой зарубе. Мы делали бёрпи в течение целого часа. Когда шел на стадион, думал, что продержусь минут 15, не больше. Накануне я прилетел из Франции и чувствовал себя очень нагруженным и уставшим. Но я дожал. За час сделал 362 раза. Раскрою секрет. Мне помогло удерживать темп и ритм и дойти до финиша недавнее восхождение на Монблан. Пока я держал планку, отжимался и выпрыгивал, я представлял себе, что иду по горной тропе вверх. А начиналось все так. Мой товарищ, предприниматель Дмитрий Волков, решил устроить празднование своего дня рождения в базовом лагере под Монбланом. Дима, ты так себе представлял день рождения? Ну что, ребята, с днем рождения вас! Сочетать праздник с восхождением была не самая умная мысль. Бутылка шампанского, которую привезли на вертолете в базовый лагерь, обошлась ему очень недешево. Плюс, когда Дмитрий открывал бутылку, пробка отрикошетила от потолка и попала ему в голову. Про то, что русские пили на Монблане, какая-то англичанка рассказала потом в социальных сетях, и это подхватили мировые СМИ. Собравшиеся люди считали себя закаленными и тренированными. Думали, что отправляются на альпийскую прогулку, цветочки понюхать по дороге к вершине. Но все оказалось не так предсказуемо. Становится трудно немножко дышать. Высота ближе к 3000. Уже ноги там мозолятся, потому что привычки нет. Мы вышли на маршрут в тяжелых ботинках, в профессиональном снаряжении и моментально почувствовали, что тут не до романтики. Вот нас привязали друг к другу. Если кто-то покатится вниз, то вся группа его будет держать. Идешь и думаешь, и где же виды? Голову поднял, потрясающий вид. И дальше пахать целый час. На горы смотреть быстро расхотелось. Концентрируешься на том, куда ставишь ногу. Как идешь. По сути, пашешь, пашешь и пашешь. В общем, посмотрите туда. А теперь посмотрите сюда. Только вниз не смотрите, потому что мне страшно. Наше восхождение на Монблан заняло 5 часов. Спуск 7. Мы поднялись на 1000 метров вверх и потом спустились на 2500 метров вниз. По скалам, по льду, по снегу. Когда я делал бёрпи, я вспоминал свое восхождение. Это помогло мне продержаться целый час. Для меня час бёрпи стал всего лишь одним переходом между двумя привалами. Важная закономерность, которую я подтвердил после Монблана на собственном опыте. То, что ты сделал однажды, когда тебе было тяжело, но ты смог,
поможет тебе в другом. Пределы своего тела, понимаешь, что те пределы, которые ты знал и думал, что они пределы, вовсе не пределы. Я вообще не знаю, как я на Монблан зашел, потому что раз 10 у меня было ощущение, что все. Раскрою еще один важный секрет. Перед походом на Монблан я прошел здесь, в Москве, обследование и точно знал, что я очень-очень долго могу выдерживать нагрузки на пульсе 150-170. Как бы ни было тяжело, я могу продолжать идти. Так устроен конкретно мой организм. Ну, сразу, естественно, видно, что вторая нагрузка, которая с большей высотой, перенеслась тяжелее. И максимальное значение лактата почти 10. Этот показатель говорит о том, что вы почти до такого предела дошли. Уже все. Ну, по вам видно было, да. Это своевременное полученное знание помогло мне продолжать движение, когда вроде бы силы давно должны были закончиться. Если бы я этого не знал, давно бы решил, что больше не могу. Что дальше идти вредно, опасно для здоровья. Но я знал, что можно. И шел. Я не призываю бежать бегом на Монблан или зарубаться на час в Бёрках. Нет. Опыт, выводящий за личные пределы, найдешь сам. Дело в сути механизма расширения. В том, что ты должен тренироваться и знать границу своих текущих возможностей. Это явление называют петлей победителя. Достижение в одном деле прожигает дорожку в мозгу, устанавливает крепкие нейронные связи. И когда ты меняешь деятельность, мозг это уже не волнует. Он ведет тебя по петле победителя, и ты уверенно и спокойно достигаешь цели. 4707. И мы это сделали. Еле зашли. Уверенность победителя – это не про олимпийские медали и высокие места в рейтинге. Они достаются единицам. Это про готовность проверять свои пределы на деле, прожигать в своем мозгу петлю победителя, чтобы уверенно повторять опыт победы в другое время и в другой ситуации.